Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня я хочу рассказать вам про 3 скутера за моей спиной. В общем-то, очередной блог. Поехали! Кстати, тестирую новый микрофон и еще поляризационный фильтр. Играюсь с настройками, так что отпишитесь, пожалуйста, в комментарии, как вам картинка и звук. Стремлюсь развиваться и улучшать качество. И начну свой рассказ я, в общем-то, с чего-то вполне заурядного, ничего особенного. Здесь у нас 400-очка, примерно К9 или, может быть, чуть свежее. И здесь у нас одна из основных жалоб, и это проблемка с вариатором, а вернее посторонние звуки при старте с места, которое, по всей видимости, издавало сцепление, которое само по себе находится в достаточно хорошем состоянии. Нет у меня здесь особых нареканий ни на колокол, ни на плату. А еще щеки тут довольно свежие. Человек их совсем недавно менял, ну как относительно недавно. Какой-то глобальной выработки тут нет. Единственное, что тут есть, это много-много грязи. Так что обязательно чистка. А еще я полагаю, что мы заменим на этом мопеде грузики, потому что они, во-первых, стоят разные, вперемешку штатные смолоси 50 на 50. Кто-то так частично пытался их облегчать и типа настраивать варик таким образом. Ну, в принципе, имеет место быть, ничего особенного. Так делают. Ну, во-первых, вот эту пластину надо выкинуть. А вот эти вот, что называется, грузики, я думаю, надо заменить на доктор Пули, потому что максималочку этого мопеда на грани красной зоны 150 км в час не превышает, что является довольно хреновым показателем. Ремень, естественно, на радиус не выходит, диапазон работы варика маленький, и по итогу все это быстрее упиливается. Ремешочек у него еще довольно-таки приличный. Он еще имеет относительно сервис-мануала запас чуть больше миллиметра. Ну, как приличный. Уже, конечно, не супер, но походит. Скорее всего, мы его еще оставим. Мой прогноз еще 5-7 человек на нем проездит. Далее перемещаемся к не очень заурядному. Здесь у нас Skyway, новый кузов. Был у нас он уже один раз, примерно 20 тысяч назад. Мы ему меняли подшипники заднего колеса, что-то еще. Пробег у него был тогда, ну, около 25, что ли. Он только приехал из Японии. Сейчас пробег 46. И проблемка, с которой мы призваны побороться, это течь сальника заднего редуктора. Вернее, какого-то из сальников. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот так вот у него все это потекло. Сначала в редукторе появилась эмульсия, а потом все это дело благополучно начало течь на заднее колесо. Вот, как я уже говорил, менять надо 2 сальника оси, потому что мы абсолютно не уверены, что течет большой. Изнутри тоже давит масло, что может говорить нам о том, что неисправен еще и вот этот сальник, который стоит внутри крышки. Поэтому сейчас мы это дело все разберем. Я вот сейчас жду ответа по согласованию. Масло клиент тут привез какое-то свое в редуктор. 3 года он у нас не был. Прокладочка новая, 2 сальничка новых. Все это мы сейчас быстренько заменим. И вот тут вот у нас стоит 3-й мопед, про который хотел вам рассказать. Вы знаете, вот это, на мой взгляд, пример, какие 650-ки покупать нельзя. Вот честно, прям даже если вы механик, нельзя этого делать. Блин, ну откровенно уставший экземпляр, купил его путешественник, я так понимаю, за не очень большие деньги. Здесь у нас сразу вскрылась беда с вариатором. 2004 год. Правда, LX с ABS, но толку от этого ABS. Лучше бы он взял посвежее, но без дизельных шумов хотя бы меньше было бы проблем. Пробег на приборке 80 тысяч. Приехал он своим ходом. Еще у него была неприятная ситуация с тем, что при первой попытке до нас доехать он попал вот в небольшое ДТП.
За рулем оказался какой-то гастарбайтер, который работал в Москве без документов, без страховки. Его депортировали, и, к сожалению, человек остался без компенсации. Хотя, как по мне, его надо было за такое продать на запчасти. Такой вот у нас экземплярчик. 81 тысяча у него на приборке пробега. Мы его можем запустить. И, в общем-то, на первый взгляд он даже неплохо работает. Единственная проблема, что он очень плохо развивает обороты в самом начале. Даже, наверное, на подножке будет заметно. Да. Вот, а позже уже нормально. То есть после первой 1000 проблемы проявляются. Вот. Когда ты пытаешься на нем проехаться, это вообще беда. Причем я абсолютно не уверен, что это связано с вариатором. Возможно, это свечи катушки. Но это мелочи. Проблема возникает, как я понял, когда на нем резко разгоняться пытаешься. И он типа подвисает на первой передаче. В общем-то, разберем, посмотрим, что там внутри. Со слов предыдущего владельца все вообще замечательно и прекрасно. Но, как мы уже знаем, я думаю, что все понимают, что предыдущие владельцы очень редко говорят что-то плохое про свои скутеры, из которых они выжили все соки и пытаются продать за весьма нормальные деньги. Вот, собственно, я попозже расскажу про этот мопед поподробнее, потому что это явный пример той 650-ки, которую, на мой взгляд, покупать нельзя. Ну, либо если ты только очень богатый, тебе некуда девать деньги, потому что такой откровенно убитый старый экземпляр может реально оставить без штанов. И здесь уже, ну, то есть невозможны компромиссы. 650-ку надо покупать хорошую и свежую, и кататься на ней, в общем-то, до каких-то вменяемых пробегов. Либо очень хорошо обслуженную, но надо понимать, где ее обслуживали, какими силами, какими запчастями и так далее. Очень-очень осторожно. Абсолютно все владельцы, ну вот прям подавляющее большинство, там 99%, которые внимательно и аккуратно подходят к приобретению мопедки, они все катаются и радуются, довольные и счастливые. А те, кто покупают, ну, скажем так, бездумно, они все вот как раз таки стоят в сервисах и чинятся. Поэтому будьте внимательны. Так. Ну, наверное, да. Он уже. Давай, парень, спасибо. Все, удачи. Он уже сам у нас вылезает. Прямо от руки, смотри-ка. Оп. Подшипничек. Опа. Прекрасно. Оп. Так, ну теперь наша задача еще вот этот сальник поменять. А вот этот сальник у нас имеет вполне классические следы гнили. Он вот тут вот прямо, короче, на полном серьезе ржавый. Если здесь присмотреться, то можно увидеть раковины. Так что время никого не щадит. Ну а вот этот сальник мы сейчас заменим, и будет счастье. Так, ну что, давай попробуем отколупать его для начала. Смотри, прикинь, крышка нагрелась, и даже вот эта вот втулка вращается. Хотя она туда так вообще нормально запрессована. Я думаю, вот это вот место надо помыть. Сейчас она только чуть остынет. И вот место посадки сальника, видишь, там чернота такая. Скотч-брайтиком почисть. А я сейчас пока оправочку какую-нибудь подберу для сальника. Новый сальник у нас имеет смазочку. Предусмотрительно компания Suzuki это все подготовила. Так. В принципе, он прям у нас и руками устанавливается.
вот этот подшипничек у нас тоже имеет смазку. И тоже установить его не очень сложно. Такая вот у нас для него не очень-то сложная оправка. Супер! Итак, сегодня мы закончили эпопею вот с этой 650-кой. Все у нас здесь теперь чистенько. Сальничек новый. Со второй стороны у нас сальничек в крышке тоже новый. Все замыто. Промыты и продуты как следует все подшипники. Новая прокладочка. Причину течи мы нашли. Это был у нас гнилой сальник. Вот так вот это у нас выглядит. Далее мы заменили подшипники в заднем колесе. Здесь все было такое не очень веселое, так скажем, с воздействием влаги. Хотя сами подшипники без перекатов, но мне не понравилось, что болталась втулка. Там должен быть выставлен определенный зазор, но, к сожалению, он не соответствовал. Как выяснилось в процессе замены, посадочное место, вот это вот внутреннее, оказалось разбито. Подшипник туда вставляется от руки, и это хреново. В данном случае мы использовали клей для фиксации подшипника, потому что оно разбито не очень сильно. Вот. И в принципе это будет работать за неимением огромного количества колес. В последнее время мы частенько так делаем. Это все уже подсохло, но мы установим сальник с той стороны и колесо на место уже завтра, потому что время 6 вечера, даже уже больше. И я здесь, как обычно, задержался для того, чтобы снять для вас блог. Итак, сегодня у нас был очередной день из нашей мастерской. Я показал вам проблему с сальниками редуктора 650 и рассказал, что происходит в целом. Вот про тот вот старый мопед, который достаточно укатан, я расскажу вам чуть позже, когда мы его разберем и продиагностируем. Может быть, завтра. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Но даже если вы не готовы меня как-то поддерживать, лучшей поддержкой будет поставить лайк и написать комментарий. Всем пока!